Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить знакомый многим торт Эстерхази. Сказочное сочетание ореховых коржей и нежного карамельного крема с тонкой прослойкой абрикосового джема. В ПП-варианте этот торт заиграл новыми красками. Благодаря отсутствию масла в креме он получился очень легкий, приятный по консистенции. Для коржей нам понадобится 90 грамм эритрита. Вместо него можно использовать натуральный сироп, например, цикория или топинамбура. Если вы используете эритрит, обязательно измельчите его в пудру, иначе он может не раствориться в белках. Вообще, чтобы не делать это каждый раз, предлагаю измельчить сразу много эритрита и хранить его в виде пудры, как обычно делаю я. Первым делом приготовим коржи. Нам понадобится 5 яиц. Отделяем белки от желтков. Для хорошего взбивания белков нужно, чтобы в чаше для взбивания не было следов жира или капель воды. Яйца также должны быть сухие и чистые. И в белок не должно попасть ни грамма желтка, так как в желтках содержатся жиры. Поэтому я разбиваю яйцо над отдельной чашей, а уже потом переливаю в общую массу. 4 желтка нам понадобится для крема. Вот, смотрите, у меня немного желтка попало, значит, это яйцо отправляем в омлет или другие коржи, а также можно его заморозить. Емкость моем, насухо вытираем и продолжаем. Итак, получилось 180 грамм, это 5 белков яиц отборной категории. Добавляем пол-грамма лимонной кислоты и начинаем взбивание на средней скорости. Когда белковая масса начала пышнеть, увеличиваем скорость и всыпаем понемногу 90 грамм эритрита, измельченного в пудру. Также можно добавить немного интенсивного подсластителя, чтобы сгладить вкус эритрита в коржах. Я добавляю 5 грамм. Взбиваем до устойчивой меренги. Время взбивания может отличаться, миксеры у всех разные. У меня взбивание заняло 8 минут. Вот такая крепкая устойчивая меренга должна получиться. Теперь добавляем в нее оставшиеся ингредиенты. 10 грамм кукурузного крахмала, лучше через сито, чтобы потом было проще распределить крахмал лопаткой. Аккуратно вмешиваем крахмал. 100 грамм измельченного миндаля или миндальной муки. Что бы вы ни выбрали, просейте его через сито и вмешивайте порциями. С миндальной мукой коржи будут более однородные, больше похожи на классические коржи, а с дробленым миндалем будут ощущаться орешки на зубах. Аккуратно вмешиваем меренгу до однородности. С такой меренгой, взбитой вместе с эритритом, очень приятно работать. Так же легко, как будто это обычная меренга на сахаре. Но все равно обращаемся с ней осторожно. Перемешиваем лопаткой и движениями снизу вверх. Все готово. Выкладываем меренгу в формы. Для этого застилаем противень антипригарным ковриком и выставляем кольцо диаметром 16 см. Заполняем кольцо тестом и выравниваем. У меня будет 6 коржей, поэтому я общий вес теста разделила на 6, получилось 60 грамм. Примерно столько я выкладываю на каждый корж. Поднимаем кольцо и переставляем на свободное место. Эти коржи нужно выпекать сразу, поэтому обязательно проверьте, чтобы на противне помещалось задуманное количество коржей. Если у вас нет кольца для выпечки, то можно обойтись и без него, нарисовав на пекарской бумаге круги нужного диаметра и подложив эту бумагу под коврик. Также поступаем и со вторым противнем. Отправляем в духовку, разогретую до 160 градусов Цельсия на 30-35 минут. Вот такие коржи получились за это время. Тут на самом деле можно выпекать и светлые коржи, просто уменьшив время выпечки. Мне больше нравятся вот такие, хорошо подрумяненные. Если коржи расположены близко, они могут, конечно, вот так срастись, но это совсем не критично. Аккуратно прорезаем их ножом.
Главный критерий готовности – коржи легко отходят от коврика и на нем не остается налипших следов. Перед приготовлением крема нужно обжарить сухое молоко. Помещаем его в антипригарную посуду и обжариваем на маленьком огне при постоянном помешивании. Добиваемся карамельного цвета. В процессе обжаривания я стараюсь разбивать комочки лопаткой, чтобы добиться более равномерной обжарки. Для крема нам понадобится 60 грамм сухого молока и еще около 20 грамм для карамельной глазури, если вы будете украшать торт так же, как и я. Но я всегда обжариваю больше и храню сухое молоко уже в обжаренном виде для следующих карамельных десертов. Для крема нам понадобится 520 грамм молока и 4 желтка. Небольшую часть молока переливаем к желткам. Оставшееся молоко отправляем на плиту и нагреваем почти до кипения. К желткам добавляем еще 12 грамм кукурузного крахмала, 60 грамм обжаренного сухого молока, 1 чайную ложку натурального экстракта ванили, 10 грамм интенсивного подсластителя и 1 грамм соли. Тщательно перемешиваем с помощью блендера до исчезновения комочков. Переливаем эту смесь к горячему молоку и тщательно размешиваем. Затем отправляем на плиту и увариваем крем до загустения при постоянном помешивании. Консистенция должна быть не слишком густая, но след от венчика все же остается. Укрываем крем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать. После остывания снимаем пленку и добавляем 200 грамм рикотты или другого творожного продукта похожей консистенции. В этом торте подойдет и мягкий творог, и любой вариант из моего видео с 3 заменами рикотты. Перемешиваем лопаткой до однородности, блендер здесь использовать не стоит. Вот такой мягкий нежный крем получается. В холодильнике он, конечно, еще загустеет, а в торте прекрасно пропитает коржи. Можно собирать торт. Для этого нам понадобится кольцо диаметром чуть больше 16 см, в идеале разъемное, так как коржи, как вы видели, увеличились немного в процессе выпечки. Я проверяю, чтобы все коржи хорошо входили в это кольцо. Если у вас нет кольца подходящего диаметра, то можно обойтись и без него. Этот торт вполне можно собирать и вовсе без кольца. Второй вариант – это выставить вместо кольца плотную ацетатную ленту. Третий вариант – это аккуратно подрезать коржи ножом до того же диаметра 16 см. Единственное, в этом случае понадобится чуть меньше крема. Здесь на один корж уходит примерно 120 грамм крема. Выкладываем последний корж. Если у вас раздвижное кольцо для сборки, можно его немного подтянуть, чтобы оно более плотно прилегало к коржам, как и ацетатную ленту. И слегка надавливаем, чтобы все слои хорошо соединились между собой. У меня даже треснул верхний корж от такого давления, но, к счастью, это никак не повлияет на вкус и внешний вид торта. Сверху его можно тоже покрыть кремом, а можно, как в классическом варианте, абрикосовым джемом. Его понадобится 100 грамм. У меня это домашнее абрикосовое варенье без сахара, измельченное в пюре. Но можно также приготовить его из свежих абрикосов, покупного детского пюре или кураги. Возможные способы приготовления я пропишу в описании под видео. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем пропитываться в холодильник на 8-12 часов. Оставшийся крем накрываем пищевой пленкой в контакт и храним в холодильнике. Для декора нам понадобятся миндальные лепестки. Очень красиво будет, если их немного обжарить. Для этого я раскладываю их на противне и выпекаю в духовке, разогретой до 160 градусов Цельсия, примерно 5-7 минут, не больше. Обязательно следите, они потемнеют очень внезапно. Примерно вот такой цвет, на мой взгляд, оптимален. Итак, тортик настоялся. Снимаем кольцо, ацетатную ленту. Вот такой аккуратный и очень стабильный торт получается. За это время крем отдал часть влаги в коржи и немного загустел от охлаждения.
Оставшимся кремом покрываем боковую поверхность торта. Это нужно для того, чтобы миндальные лепестки хорошо фиксировались на торте, а также для выравнивания поверхности. Еще я покрываю кремом верхний угол торта и намеренно захожу даже чуть выше абрикосового джема. Выравниваем боковую поверхность торта. После покрытия всегда нужно почистить подложку, например, с помощью смоченной в воде салфетки. И покрываем боковую поверхность миндальными лепестками. Около 70 грамм может уйти на покрытие такого торта. Немного лепестков должно попасть и наверх, нужно полностью покрыть ими крем, а джем оставить непокрытым. Все готово. Для фирменной паутинки нам понадобится два вида глазури. Белая или карамельная для основного цвета. Я сделала ее по своему рецепту карамельная глазурь, но примерно 2/3 сухого молока в этом рецепте взяла не обжаренного, чтобы получить вот такой цвет, максимально подходящий к этому нежному тортику. Для гладкой заливки поверхности эта глазурь должна быть очень теплая и текучая. Ее примерная температура 40 градусов Цельсия. Когда глазурь залита, не дожидаемся ее застывания, а от холодного торта она может застыть за несколько минут, и сразу приступаем к рисунку шоколадной глазурью. Для этого глазурь молочный шоколад просто наносим по спирали. Эта глазурь должна быть не теплее 35 градусов Цельсия, чтобы рисунок не расплывался. Как видите, художник из меня не важный, но это не помешает создать красивый рисунок. Берем зубочистку и проводим 8 линий от центра к краям. А потом между ними еще 8 линий от краев к центру. При необходимости очищайте зубочистку с помощью салфетки. Вот такой рисунок получился. Простой и красивый декор у этого тортика. Мне очень нравится, как богато смотрятся миндальные лепестки, и от этого рисунка я в восторге. Честно вам скажу, это один из моих любимых тортов, как в классическом варианте, так и в ПП. Сочетание ореховых коржей и нежного карамельного крема – это просто сказка. Коржи пропитались идеально, они мягкие и податливые, в них чувствуются орешки и едва уловимая хрустинка. Если прислушаться, то можно почувствовать их легкую тягучесть, напоминающую ириску. Крем очень нежный и легкий. И вот эта абрикосовая кислинка просто невероятно гармонирует со вкусом остальных слоев. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!